Сиэтл просыпался медленно. В утреннем тумане городские звуки глушились, будто под ватным одеялом. В особняке на холме Майкл Харпер, 44-летний основатель компании по торговле редкими металлами, уже был на ногах. Его жена Сьюзан уехала на свою утреннюю йогу, и тишину дома нарушал лишь слабый шум кофемашины. В этот день у Майкла был важный контракт, но его водитель Том взял выходной, поэтому он сам решил выехать на своем любимом Мазерати черном седане с кремовым кожаным салоном, купленном на аукционе. Для него эта машина была не просто транспортом, а символом успеха, напоминанием о годах упорной работы. Когда он спустился к гаражу и открыл дверь автомобиля, из-за кованых ворот донесся резкий, почти отчаянный крик: «Не садись за руль!». У ворот стоял босоногий мальчишка в рваной серой футболке и джинсах. Его волосы были взъерошены, а темные глаза горели тревогой. Он сказал, что видел, как ночью женщина, похожая на Сьюзан, что-то резала под машиной. Майкл хотел отмахнуться, мало ли уличных фантазеров, но в словах мальчика чувствовалась странная искренность. В итоге он выехал, но направил машину не в центр города, а в мастерскую к своему старому другу Джорджу. Через 10 минут Джордж, человек с 20-летним стажем в ремонте, стоял под машиной с нахмуренным лицом. Он показал Майклу аккуратно надрезанные тормозные тросы. «Пара миль, и ты бы не смог остановиться», — сказал он тихо. Вечером, когда Сьюзан все еще была вне дома, Майкл отправился в комнату охраны. Он перемотал записи камер на ночь, о которой говорил мальчик. На экране в 2 часа 17 минут ночи Сьюзан спускалась в гараж с металлическим ящиком. Она работала под машиной быстро, ловко и, судя по движениям, точно понимала, что делает. На следующий день Майкл отправился на городской рынок, где часто видели бездомных детей. Между рядами с фруктами и уличной едой он заметил знакомое лицо. Мальчик представился как Эндрю. Его история оказалась горькой. 3 года назад его родители погибли в автокатастрофе, у их машины отказали тормоза. Эндрю, единственный выживший, сбежал из приюта и жил на улицах. Он рассказал, что в ту ночь искал место, где можно переждать дождь, и залез на территорию особняка через дыру в заборе. Там он увидел, как Сьюзан работала под машиной, и позже сказала по телефону: «Завтра все закончится». «Эндрю не знал, кто вы», — признался он, «но не хотел, чтобы кто-то умер так же, как мои родители». С помощью друга из службы опеки Майкл нашел для мальчика приемную семью супругов, живущих в тихом районе на окраине Сиэтла. Дом пах корицей и свежим кофе, а в гостиной стояла елка, хотя до Рождества было еще далеко. Эндрю сначала держался настороженно, но постепенно расслабился. Когда Майкл вернулся домой, он показал Сьюзан запись с камеры. Ее улыбка исчезла, и после короткого сухого признания она была арестована. Майкл понимал, что его жизнь больше не будет прежней. Но он также осознавал, где-то там, в маленькой комнате на окраине города, есть мальчик, который спас его не только от смерти, но и от жизни в обмане. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.